Весы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на июль 2023 года. Будем смотреть и анализировать, какая цепочка событий вас ожидает. Для тех, кто пропустил расклад на июнь, вы можете найти на него ссылку в первом закрепленном мною комментарии под этим видео. Нашими помощниками сегодня будут Таро внутренней ведьмы, а также колдовской Ленорман. Итак, мы приступаем. Вы думаете о своих планах на этот месяц, и мы с вами проанализируем, что вас ожидает. Карта вышла сама, поэтому давайте будет как фоновая, дополнительно ко всему ряду карт. Итак, общая энергия месяца. Что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Приступаем. Общие энергии месяца. У вас здесь ложится двойка огня, она же двойка жезлов. Карта, которая говорит о возможности альтернативы. То есть выбор в какой-либо ситуации, неважно в какой сфере жизни, но этот месяц даст вам возможности выбора, реализации новых перспектив. Конечно же, мы будем с вами просматривать, для какой сферы жизни это будет наиболее актуально. И здесь, если мы посмотрим и взвесим все за и против, у нас здесь падает рыцарь мечей или ученик воздуха. И это в большей степени это касается прорыва, обучения, получения новых знаний, новых возможностей. Опять же, решение каких-то правовых вопросов альтернативным путем. Я не призываю вас что-либо решать коррупционным методом, но у вас на колоде здесь ложится император. То есть это через связи, через каких-то высокопоставленных лиц или знакомых, которые помогут вам разрешить какую-то острую либо наболевшую для вас ситуацию. Если это просто были какие-то споры или выяснения взаимоотношений в судебном порядке, то здесь это либо смена адвоката, то есть специалиста, который вам поможет найти выход из текущей ситуации и решить вашу проблему. Еще раз хочу сказать, каким-то альтернативным путем. Если смотреть для вас вопросы работы, здесь падает аркан повешенный. Что можно сказать? Что у вас не будет работы? Это не совсем корректно. Здесь может быть ли отток энергии, по принципу, знаете, работа спустя рукава, потому что усталость, переутомляемость, или просто вы не будете на ней присутствовать. Иными словами, по этой карте может быть отпуск, отдых. Не зря у вас ключевой первой картой выпала четверка огня, она же четверка жезлов. То есть это проводить время в кругу семьи, с близкими, на отдыхе, восстанавливаться, восстанавливать свои ресурсы и силы. Так ли это и будет ли это для вас справедливо? Давайте оценим при помощи колоды. Для тех, кто у нас не работает. Здесь, как мы видим, ложится рыцарь огня, рыцарь жезлов. Здесь могут быть какие-то вот посылы, инициатива, что-то делать. Но опять же, делать это вы будете для своей семьи, для своих домочадцев. Здесь я не вижу новых источников заработка или каких-то подработок, потому что эти карты говорят, что вы будете поглощены текущими вопросами, текущей нагрузкой. Опять же, может быть поездка какая-то на отдых, на восстановление, на ретриты, на вопросы санаторно-курортного лечения. Если смотреть ситуацию для соискателей, то здесь шестерка воздуха, она же шестерка мечей, говорит о продвижении, об активности. Искать будете и дальше, возможно, дистанционно, возможно, с целью, как трудоустройство вам нужно будет переехать. Ну а вообще связка этих карт говорит о том, что вы для себя можете обозначить и решить, что этот месяц вы еще отдыхаете и восстанавливаетесь, и только после этого вы будете трудоустраиваться. Для тех, кто у нас является наемным сотрудником, здесь, как мы видим, у нас ложится паж мечей или паж воздуха. В связке с повешенным это попытки оценить текущую ситуацию, стоит ли вам плыть по течению, стоит ли здесь оставаться, каковы здесь перспективы карьерного личностного роста, увеличения вашего дохода. То есть вот то, о чем я вам говорила, вы здесь можете работать спустя рукава, потому что будете для себя взвешивать и оценивать, а стоит ли вам здесь рвать пятую точку, будет ли это действительно оценено по достоинству и какие выгоды вам это в результате принесет. То есть сказать, что это месяц перемен, нет. Вы здесь, знаете, как в коконе. Оцениваете ситуацию, оцениваете перспективы.
Для тех, кто владеет собственным бизнесом, у нас здесь ложится аркан справедливость. Итак, связки в совокупности карт. Что здесь может быть? Могут нагрянуть проверки. У кого-то по связке этих карт, я сейчас даже уточню, может быть ограничение на какой-либо вид деятельности. Но основной момент это может быть как бы ваш отъезд. Потому что вот восьмерка жезлов, которая здесь показывает, что вы просто не работаете по справедливости. Это как кому-то передать полномочия, самим отправиться в отпуск. Еще, если все-таки у вас здесь на предприятии нагрянут какие-то проверки, то решать их, вы знаете, как экстренно, по телефону. Опять же, через связи, через знакомство, не самостоятельно. Ну, давайте посмотрим, сможете ли вы их достойно пройти. По восьмерке пентаклей, да, потому что здесь, даже если попытаться, говорю, прикрыть вашу деятельность, по восьмерке пентаклей вы как работали, так и будете работать. Финансовая сторона вопроса. Жрица. По жрице я не могу сказать, что это прям полностью сокрытие доходов. Ну, у кого-то может быть, да, черная бухгалтерия. Но вообще, самый основной момент. Финансовая сторона вопроса у вас стабильна, потому что здесь даже ложится король земли, король пентаклей. Единственное, что вы можете как бы скрывать доход, или не весь доход вы будете здесь показывать, то, что вы зарабатываете. Но будет ли у вас деньги, будет ли финансовая стабильность? Восьмерка чаш. Это говорит о том, что будет отток денег. Вы их будете тратить. И у многих это будет связано с поездкой, с переездом, со сменой места жительства, с отпуском. Потому что, знаете, как истощены эмоционально, нужно эмоционально наполниться. И еще жрица и восьмерка чаш. Это может говорить о ситуации, когда вам придется финансово тратиться на возрастную женщину вашего рода. Ну, то есть это может быть теща, свекровь, бабушка для кого-то, но здесь действительно может идти отток денег, связанных с этим человеком. Если смотреть вопросы здоровья, что у вас здесь ложится? Пятерка воды. Пятерка воды и четверка пентаклей, это четверка земли, попытки стабилизировать текущее эмоциональное состояние. Потому что кто-то не то, что вы будете эмоционально угнетены, но знаете, как внутреннее состояние стресса, которое накапливается, которое постоянно сказывается на вас. Видите, десятка жезлов, десятка огня, выгорание, срочно нужен отдых, отпуск и восстановление. Вот вам все карты просто об этом говорят, что Бог с ним, с работой, с заработками, нужен отдых как никогда. Поэтому если все-таки есть какие-то накопленные ресурсы, потратьте их на себя любимых и на свой как бы эмоциональное состояние, на свой внутренний мир. Почему? Потому что здесь крайне важно наполниться, чтобы не пасть духом. Нужно отдохнуть, восстановиться, ну, и оздоровиться. Если смотреть вопросы личной жизни, что мы здесь видим? У нас здесь ложится паж монет, ну или паж пентаклей, паж земли, можно назвать по-разному. Это как новый опыт, новая возможность. Сейчас объясню. Для тех, кто у нас является свободным. Очень часто эта карта говорит о ситуации, желании применить на себя новый подход в отношениях, новый взгляд на отношения, по-новому себя вести, избрать какую-то новую модель знакомства. Ну, сейчас посмотрим, будет ли для вас это оправдано. По рыцарю Пентаклей здесь только как бы осваивать эту методику, но каких-то глобальных перемен здесь нет. То есть как были свободны, так пока свободны и остались. То есть глобальных перемен в личной жизни здесь я не вижу. Для тех же, кто у нас в любовных треугольниках, что у вас здесь? А вот здесь паж пентаклей и мир. Это вывести отношения на новый уровень. У кого-то может быть за счет вопросов зачатия, деторождения. Это действительно так. У кого-то это, знаете, как обозначить свою точку зрения. Потому что паж пентаклей, у нас часто еще называют эту карту альфонса или содержанки, это говорит о том, что вы хотите получить максимум ресурсов от этого союза. Паж жезлов – это ваше любопытство, это желание идти на компромиссы ради каких-то своих собственных целей. Но в большей степени здесь как цели материального характера. Для тех же, кто у нас в стабильных союзах, звезда. Паж пентаклей и звезда – это достичь идеи, цели, мечты. Опять же, здесь совместно, допустим, гордиться результатами ваших детей или ваших внуков, радоваться. Опять же, для кого-то исполнение мечты, вопросы деторождения, либо усыновления детей. И еще паж пентаклей и звезда – это совместная материальная цель, которую вы достигнули, как новая планка, новый статус, реализация какой-то вашей совместной мечты, которая вас здесь и сплотит, и воодушевит, и порадует. Поэтому у тех, кто в стабильных союзах,
союзах здесь прекрасные перспективы. Если смотреть советы и рекомендации, что мы здесь видим? Четверка чаш. Она вам говорит о ситуации, что если что-то в жизни идет не так, как бы вам хотелось, это не повод отчаиваться и жить с позиции пессимиста, стакан наполовину пуст, а посмотреть, какие перспективы вас окружают и какие возможности входят в вашу жизнь, просто вы пока их не замечаете. Не замечаете почему? Потому что эмоционально здесь пусты. Нужно наполниться, отдохнуть и восстановиться. Даже если это нет возможности на какое-то путешествие, это больше бывайте на природе, старайтесь гулять, заниматься тем, что вас расслабляет, воодушевляет и радует. Вот тогда вы сможете прийти к внутренней наполненности. Смотрим неожиданность периода. Что здесь? Сердце, якорь. Ох, какие карты, слушайте. И здесь лиса. Но лиса – это хитрость, это свои, может быть, какие-то корыстные мотивы, это играть, подстраиваться под обстоятельства, но какого плана? Смотрите, сердце, якорь и кольцо. Ну, в первую очередь, конечно же, это вопрос личных взаимоотношений. То есть для кого-то укрепление союза, построение семьи, получение предложения руки и сердца или скрепление своих уз браком. Дальше. И эти карты еще указывают на новые какие-то перспективы. То есть вы можете стремиться здесь по ситуации, как найти работу мечты, заключить какой-то контракт. То есть вы можете уже найти нишу, в которой будете пытаться раскрыться и реализоваться. Самое главное, вот эта триада будет активно работать на тех, у кого свой собственный бизнес. Потому что эти карты, они говорят о том, что здесь дело, которое по душе, вы сможете раскрывать, реализовывать. Здесь будут новые договора, новые контракты, которые вам помогут достигать новых результатов. Ну а еще эти карты говорят о ситуации, что чтобы найти дело по душе, вы можете с удовольствием, с любовью погружаться в какие-то новые процессы. Потому что якорь и кольцо – это еще как эффективная работа ради достижения результата. Но в первую очередь это вопросы обучения, повышения квалификации в том деле, которое вы пытаетесь постичь. Поэтому вот такой у вас плодотворный месяц. Месяц у вас, как говорится, что пришло время отдохнуть, восполниться, восстановиться. Если есть возможность попутешествовать, поэтому пусть так в вашей жизни и будет. Пусть ваши мечты в обязательном порядке исполняются. Я вам таковыми арканами и закрою. Но вы, пожалуйста, по прошествии периода для энергообмена дайте обратную связь, как для вас отыгралась эта информация. Что поменялось, что произошло, что реализовалось. Благодарна каждому из вас за лайки, комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех последних видео. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч.